В последнее время Татарстан демонстрирует свою самостоятельность во внешнеэкономической деятельности. Так, недавно глава республики Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, Минниханов выразил признательность Мирзиёеву за особое внимание к развитию сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. Мы высоко ценим вашу поддержку татарстанских компаний, работающих в стране. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран. В настоящее время республиками подписаны и реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, таких как КАМАЗ, Татнефть, Химград, ЕЛАЗ, КМПО, Кэр-Холдинг, Татхимфармпрепараты, Позис и другие. Недавно был открыт химико-индустриальный технопарк «Черчик», совместный проект татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров. Таким образом, по мнению специалистов, Татарстан делает уверенные шаги по налаживанию экономических связей с тюрко-мусульманскими странами. Отдельного внимания заслуживают отношения Татарстана с Турцией. В 2020 году совместный товарооборот превысил $360 миллионов. Компании Турции инвестировали в республику порядка $2 миллиардов. На сегодняшний день Турецкая республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, и потому так называемый татарский фактор в целом становится одним из важнейших в отношениях России и Турции. Об этом говорил Минниханов на встрече с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом в июне прошлого года. Мы стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами. Важно, что стороны настроены на дальнейшее развитие контактов. Во время встречи Эрдоган отметил серьезное отношение Минниханова к национальной идентичности и корням, похвалив его деловой костюм, выполненный в национальном стиле. Хорошо выглядите, красиво. Спасибо. Политолог и исламовед Алексей Малашенко, в свою очередь, оценил уровень отношений Татарстана с братскими по религии и этносу странами. Татарстан пытается показать свои особые отношения с той же Турцией. Есть даже такое довольно известное высказывание, что Турция и Татарстан – это палец и ноготь. То, что Татарстан хочет налаживать какие-то собственные связи, это доминирующий фактор в этом визите. Буквально сегодня на сайте президента Татарстана появилась информация о том, что глава региона встретился с председателем правления Ассоциации машиностроителей Турции, председателем правления компании «Емак» Селимом Эмре Генджером. На встрече обсуждались вопросы реализации совместных проектов, шаги по дальнейшему сотрудничеству в современных экономических условиях. Активизация Татарстана на внешнем направлении, безусловно, происходит с одобрения федерального центра. В условиях, когда Запад ввел против России жесткие санкции, Татарстан выполняет активную роль по диверсификации экономических проектов с использованием своих связей в тюркском мире, к которому, кстати, на самых разных уровнях Российской Федерации неоднозначное отношение. Как сделать так, чтобы новость о мусульманах увидела больше людей? Пишите комментарии и ставьте лайки. Доброго вам дня!